Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп, таро расклад, события на пороге декабря. Что нас ожидает в начале месяца, в первые 2 недели, давайте узнаем у карт. Планетарно же у нас 4 числа Венера входит в знак зодиака Скорпион. И это прекрасное время, чтобы не додумывать самому, не строить какие-то предположения, а лучше как будто проговорить, может быть, те какие-то неувязки или сложные разговоры произвести, когда мы не договорились, может быть, как в личной жизни, потому что личная жизнь, в принципе, до конца года в приоритете. Мы должны для себя с чем-то словно определиться. Может быть, конечно, это и какие-то вопросы страстной любви, такое тоже может быть. Но вот вынести как будто на поверхность нам это помогает, чтобы понимать, какие дальнейшие для нас приоритеты будут. И это дважды важно, потому что 12 числа новолуние в Стрельце, когда мы будем от пессимизма все массово где-то избавляться. Энергетика такова. Стрелец– страстный знак, темпераментный где-то и, безусловно, оптимист. И поэтому мы сосредоточимся на своих желаниях и где-то начнем строить планы на будущее. Конечно, у нас еще будет ретроградный Меркурий 13 числа и по 2 января. И какие-то могут быть задержки отчасти, ну, например, как выплат деньгами, поэтому вы будьте аккуратны. Но это так, планетарно будем говорить. Ну, давайте мы узнаем, что для вашего знака зодиака расскажут нам карты. 3 главных события мы спросим. Но первые 2 карты, что придет, а что уйдет. И 3 карты, ладно. Это первое событие, но получилось так, что 2 карты. Это второе событие. И третье. Может быть, это взаимосвязь есть какая-то, а может быть, что-то разрозненное. Итак, что придет? Да вообще планы на будущее строите. У кого-то приходят, знаете, как новые возможности заработка денег, построения карьеры. Вообще, когда я вижу свое будущее не так эфемерно, а я как тезис-план составил. Вот, может быть, правда, у кого-то из вас тезис-план, как будто есть последовательность, и я точно знаю, что я буду делать и чем я не буду заниматься. Внимание к деталям, каким-то мелочам. Предполагается, вообще это карта марафонского забега, я ее так называю, когда мы какое-то свое начинание, в основном это, конечно, зарабатывание денег или ваше хобби, ваше творчество, или ваше ремесло, или пусть вы работаете в организации, значит, вопросы вашего профессионализма, вашей экспертности. И это все в прогрессе, по нарастающему и на долгий период времени. Марафонский забег, я имею в виду лет 10-20. Вот какая-то такая стратегия у вас как будто приходит на начало декабря. Какой-то план действий для вас очень четок, понятен. И как будто по этой карте в геометрической прогрессии будут расти и финансы для вас, мои дорогие. Тоже прекрасная карта, что уходит. Давайте узнаем. Ну, кто-то из вас, например, решит вопросы, если прежде были таковы. Ну, может быть, слушания в судах, или какие-то прения были, да, какие-то споры, может быть, были. Или вы закрываете кредит, например, иногда проходит по этой карте. Или вообще можете решить любые вопросы, связанные где-то с финансами. Какой-то гештальт закрыть, мои дорогие, вы точно можете. По королю мечей это больше рационализма, логики. Если мы говорим «уходит», то уходят те вопросы, которые, может быть, были на повестке дня или последнего времени, последних месяцев, которые требовали от вас как и много сил, так и каких-то многих согласований. Скорее всего, это не есть что-то уходит. У кого-то, конечно, с человеком может быть связано, почему нет. Но больше мы же рассматриваем энергетику, поэтому то, чем вы прежде занимались, или, может быть, оформляли документально, документы проходят тоже. Значит, вы словно какую-то точку в чем-то поставите. И вот он, этот путь наверх, путь вперед. Давайте мы посмотрим, что же нам карты говорят вообще про события. Первое событие. Ух ты. Во-первых, ваша карта, мои дорогие, неважно, кто меня смотрит, девушки, мужчины. Король кубков – это единственный король, который очень грамотно умеет находиться в 2 энергиях. Там, где нужны чувства,
там, где вопросы любви, нежности, ласки, там все это проявляется. Но если это вопросы, вот как по королю мечей, где нужна выдержка, хладнокровие, рационализм, он с эмоциями никогда не смешивает. Вот и вам где-то придется между рационализмом и любовью переключаться. И если мы говорим события по колесу фортуны, неожиданные какие-то события или какие-либо возможности. Правда, тут что-то у вас так интересно может закрутиться. Это старший аркан. Мы что-то не сможем оставить на потом. И для кого-то из вас это будут вопросы личной жизни, а для кого-то с учетом рыцаря Пентаклей это прогресс в ваших делах или в ваших заработках, когда вы можете даже статус изменить или как-то продвинуть решение своего вопроса. Давайте мы узнаем, чем дело кончится. Хотя старший аркан сложно всегда трактовать. И не случайно, может быть, нам две карты выпали, две энергии, да, мы сказали, что это чувство и рационализм. Вот где-то, может быть, вы будете принимать Соломоново решение, с одной стороны чувство, с другой стороны либо выгода, либо рационализм. Что-то нужно, ну вот как уравновесить, может быть и так. Так вот, чем же дело-то кончится, интересно. Личная жизнь какая-то. У нас пара выпадает. Королева кубков и король кубков. Значит, какие-то вопросы по личной жизни вас порадуют, мои дорогие. Эта карта отчасти ожиданий, чем дело кончится. Значит, для кого-то из вас, может быть, ну так, отчасти, опять же, для кого-то из девочек это будет означать «я жду ребенка», правда? Такое может быть. Или само по себе ожидание, но может быть в решении какого-то вопроса, такое тоже может быть. Но все же, я говорю, пара. И поэтому что-то доброе, хорошее, светлое, что вас порадует в личной жизни, мои дорогие. Или, может быть, изменения какие-либо, которые касаются вашего партнера по браку, или, может быть, вы проживаете вместе по колесу фортуны, может быть, и перевести ваши отношения на новый уровень. У кого-то тоже так может проиграться. Или вот те изменения, которые к вам словно приходят, или информация, как будто в целом будет способствовать укреплению вашей семьи или вашей пары. Такое вот тоже может быть. Давайте мы спросим, чем сердце успокоится. Старший аркан. У каждого ведь какая-то своя может быть, как неожиданная возможность. Все-таки в этой колоде карт это больше возможностей. Да точно. Нечего добавить. Карта Солнца. Тут не просто успокоится сердце. Тут чем-то вы порадуетесь. Посмотрите, у вас два старших аркана. У кого-то может быть смена статуса. Смена статуса как предложение, может быть, руки и сердце, может быть, вы будете предлагать, может быть, вам будут предлагать. Тут, правда, в личной жизни словно сама Вселенная разворачивается и пытается, видимо, с помощью ангелов-хранителей вам помогать, чтобы вы были счастливы. И даже если вы теперь в паре, то тоже что-то доброе, хорошее входит в вашу жизнь. Это будет касаться вашей семьи, ваших, может быть, родственников, ваших детей или вас самих. Но, безусловно, к Солнцу как будто вы идете. Исполняются наши желания, мечты. Карта Солнца вообще в колоде Таро – выбор правильного направления. Причем то направление, которое на несколько месяцев, ну так ориентировочно до середины 2024 года. И вы вот будете планировать уже на начало декабря. Какая-то история у вас развернется, и перед вами откроют новые перспективы. И не будет мелочей. Ну, вы люди тщательные достаточно, и я думаю, нужно, ну, не пропустить какую-то прекрасную возможность, чтобы быть счастливым. И правда, посмотрите, как здорово. Давайте второе событие. Ну, какая-то может быть ложка дегтя, пятерка мечей, хотя это карта первого победы. Мы одержали победу, но как-то мы не в восторге, нас это не радует. Часто это какой-то конфликт, который был в прошлом. Мы не достигли взаимопонимания. Или наоборот, мы какую-то, ну так, продавили свою точку зрения, но тоже нам это вдохновение не принесло. И по этой карте нам, в принципе, говорят, не обнови какую-то свою ошибку или оплошность. Как будто не имеет смысла. С одной стороны, мы не должны соглашаться со всеми подряд, в угоду кому-то и в ущерб своим принципам. Нет. Но, может быть, что-то проговорить, найти общие точки соприкосновения или интересов каких-то.
будет более правильно, но точно не расширять дистанцию конфликта. Давайте мы спросим, может быть, человек какой-то из прошлого у вас, который доставил вам, ну, такие не совсем радостные эмоции, он вдруг появится заново где-то в декабре. Давайте мы посмотрим, и чем дело кончится. Вот это первая победа. По рыцарю мечей это правда проходят те люди, которые имеют сложный характер, с которыми сложно договориться. Они на своей волне. Им всегда бывает плохо. Вот правда, есть такие люди. А у них какая-то своя задача в голове. И вы не повернете, не убедите. И сколько хорошего не делай, или даже плохого не делай. Нет, это человека не изменит. Недаром вот рыцарь мечей, второй иллюминатов, называется бунтарь без причины. Вот эта фраза, она очень хорошо характеризует. Вот вы можете столкнуться опять с таким же человеком. Со знаком плюс рыцарь мечей проигрывается, когда мы ищем правду. Но не та правда, которая, знаете, на уровне слухов. Нет, это где-то документально, или мы словно раскапываем какое-то дело до деталей, до мелочей, или мы все-таки-то у нас мечи, узнаем, как в отношении нас работает закон, например, или какие-то положения закона, словно мы должны подкрепиться, может быть, знанием каких-то норм, регламентов, чтобы какую-то ошибку не повторить. У кого-то тоже так может проиграться. Поэтому будьте на всякий случай внимательны. То есть по этой карте, если мы ищем эту информацию необходимую, то мы ее и находим. И значит, если чем дело кончится, вы будете знать точно, как мне реагировать в том или ином случае, как относиться, может быть, на чье-то предложение, откликаться или нет, или как мне быть с конкретным человеком. Что-то как тайное может стать явным. И не потому, что это вдруг происходит, а это благодаря вашим приложенным усилиям. Здесь может быть еще и так, что чем дело кончится, иногда, мои дорогие, для кого-то тоже должна это озвучить, приезд проверяющего, правда, может быть такое, смотря чем вы заняты. Поэтому дважды, если вы работаете с документами, проверьте, чтобы у вас там комар носа не подточил. Чем сердце успокоится, давайте мы посмотрим. Ну, радость. Поэтому все острые углы вы сгладите. И у нас еще один рыцарь, как будто с мечей, меняется на кубков. Карта вдохновения, карта хорошего настроения. Карта, когда, по сути, мы можем закопать топор войны и договориться. Может быть, это где-то будет касаться вот начала, как я сказала, да, 4 числа Венера в Скорпионе. Когда мы можем проговорить то, что до этого как будто утаивали или не хватало решимости озвучить, то тут, наоборот, как раз для нас зеленый свет. И вот эти холодные энергии на взаимопонимание изменить, правда? Карту совет давайте достанем. Будет что-то, может быть, развиваться медленно, но верно. Но, знаете, я скажу так. Есть как будто в вашем окружении, в вашей жизни те люди, которые не вызывают у вас вдохновения. Но худой мир лучше доброй ссоры. Это факт. И если, правда, вы установите, не значит согласиться с человеком, да, в ущерб себе, повторюсь, а именно найдете что-то общее или откровение, может быть, какое-то, ну, в достаточной мере по тому или иному вопросу, насколько это можно предположить. Как будто мы изменим вот эту энергию, и в последующем у нас не будет недругов, понимаете? Это очень важно. Семерка пентаклей – это карта будущего. Где-то с рыцарем пентаклей как будто нужно устранить те помехи, чтобы впоследствии не было вот этой ложки дегтя, чтобы в последующем какой-то человек не затаился и не поставил подножку. Вот я где-то вижу такую ситуацию. Вот у вас такая может стоять задача на начало декабря или первые 2 недели. Третье событие. Ну вот, пожалуйста, тоже, кстати, карта прошлого. Но это когда прежде была очень сложная, тяжелая ситуация. То есть какая-то проблема, которая не нова. И, может быть, первые наши впечатления, когда мы о чем-то узнали, или какая-то реальность, мы столкнулись с ней, она тоже нас выбила из колеи полностью, то теперь мы на это как будто смотрим, ну, более отстраненно или хладнокровно. Это нас уже невозможно как будто
еще раз повторно ранить. Для кого-то из вас это я не повторю прежние ошибки, правда? А у кого-то из вас это какой-то человек, который вам доставил вот такие неприятные эмоции. Он снова может как будто появиться по той или иной причине. Тройка мечей, безусловно, это карта разочарования, это грустный опыт именно, но который мы перевели и исключили эмоции и оставили только событийный ряд для того, чтобы какую-то ошибку не повторить. Давайте мы спросим, и чем же дело кончится, что вот это такое у вас? А тут вообще все другое будет, понимаете? Может быть, вот эти две карты отчасти взаимосвязаны. Ну, наверное, правда, у вас много старших арканов. Посмотрите, нулевой аркан – это всегда начало нового. И вы оставляете, вот, наверное, как и вот эту первую победу или какие-то прежние ошибки. Может быть, к счастью людей вы сумеете договориться с нужными людьми. Мы их не исключим, правда? Особенно с теми, которые ну, например, как руководители, коллеги, соседи, вот, ну, как ты их вычеркнешь из жизни, то вот лучше где-то такой нейтралитет установить. А с чем-то какая-то разочаровывающая ситуация, она словно, ну, канет в лето вообще, в декабре, и у вас совершенно что-то новое на пороге. И смотря чего это касается, у кого-то могут быть новые отношения, у кого-то может быть ситуация по работе вот так проигрывается с новыми возможностями. И у нас тут шут такой удивительный, он жонглирует всем зодиаком. По сути, от шута до мага один шаг. И у вас, правда, какие-то совершенно новые перспективы, если мы спрашиваем, чем дело кончится. А вот оно действительно закончится. И что-то новое на вашем пороге. Чем сердце успокоится. Знаете, вот смотрите, еще один старший аркан. Как будто вам, ну, как мы говорим, по судьбе было пройти какую-то сложность, ситуации, может быть, или это в отношениях, или по работе, или вы столкнулись, мои дорогие, с обстоятельствами непреодолимой силы, когда сколько ни прыгай, ни крутись, ничего изменить я не могу. И учиться принимать как данность или с душевным спокойствием относиться к тому, что мы не можем изменить. И это нас в разы делает сильнее, меняет наш статус. Мы себе как будто не навредим больше никогда. Мы учимся жить в новых реалиях. Мы учимся выкручиваться, может быть, даже из тех патовых ситуаций, из которых сложно найти выход, а у вас получается. У вас получается изменить свой статус. У вас что-то на пороге очень значимо доброе, даже на первые 2 недели декабря. И это будет, вот как по карте Солнца, посмотрите, иметь значение как минимум до середины 2024 года. Вы словно повернулись к прошлому навсегда спиной. Правда, я иду вперед. Ну, вот так. И у кого-то, как и в личной жизни, так у кого-то и в заработках, и в ваших амбициях, перспективах, финансах. Вот это все взаимосвязано. Карта совет. Хотя тут уже все понятно. Девятка жезлов, когда мы занимаемся своими делами. И как будто существует два направления. Первое, когда мне что-то угрожает или мешает. И второе, когда мой план должен быть осуществлен. Мне ничто, моему как будто прогрессу не должно помешать. Вот такая концентрация на самом себе, на своих желаниях, вот как раз по стрельцу. Для вас просто вынужденная позиция, потому что на кону у вас стоит что-то очень важное. Девятка жезлов, карта великой мощи в Таро герметическом. Это когда достаточно физических сил, душевных сил, но вот именно правильно их распределить. Вот такая как будто задача. Не оглядываться где-то назад и не откликаться, не рассеять эту свою энергию, а потратить только на то, что вас будет радовать и делать вас счастливым. Потому что на кону ваше счастье, мои дорогие. И вроде как ангелы Вселенной помогают. Какие-то будут по колесу фортуны. Не случайные случайности. Или, может быть, и те события, которые отчасти, вот как король мечей мы говорили, вы уже прежде сделали что-то хорошо. Может быть, это согласование, подписание каких-то документов, какие-то инстанции вы уже, чиновников обошли. И значит, вы получите результат. В целом это тоже добавляет уверенности.
Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я вас люблю искренне. И будьте счастливы и любимы всегда.